Мама, мама. Хватит мозги пудрить. Ясно? Привет, привет, здравствуй, мой друг. Хотел выпустить это видео 1 апреля. Я уже давно его смонтировал. Но мне кажется, не до дня смеха. Так что пришлось переделать этот видос. В этом видео я не буду собирать что-то нужное, а хочу побаловаться, похулиганить, так сказать. И соберу вообще никому не нужный станок. Давайте посмотрим. Попробую много не болтать сегодня. Поставлю необходимую детальку на печать АБС пластиком, который мне прислал подписчик Антон. Моделировал я детальку в SolidWorks. У меня есть вот такой замечательный мотор с червячным редуктором от стеклоподъемников. Где я его взял, то сейчас покажу. Несколько секунд пробегусь по этому прекрасному месту для самодельщиков. Чего здесь только нет. Например, в этой дверке по-любому должен стоять двигатель с червячным редуктором. Нужно проверить, а работает ли он вообще. Думаю, для самоделок это замечательные, мощные движки с червячной передачей. Конечно же, дорабатывать все, что накрутилось в голове, я буду по месту поступления проблемы. Ну а как еще? Это же аппарат для того, чтобы улыбнуться немножко. Изначально я рассчитывал на другое крепление, которое предварительно предусмотрел в SolidWorks. Но все-таки в конечном процессе сборки пришлось пересмотреть данный узел. Как раз вот по этому поводу я хочу похвалить SolidWorks, где при определенном знании программы вы можете посмотреть, как движется ваш механизм. К сожалению, я еще до конца не изучил именно эту часть программы, но в будущем, прежде чем печатать, я буду проверять все узлы и механизмы в этой замечательной инженерной программулине. Забавная шняшечка получилась. Но двигаемся дальше. Теперь попробую собрать, собственно, саму руку. И эта сборка тоже без каких-либо предварительных чертежей. Не знаю, как точно называется это соединение, которое я хотел изначально сделать, чтобы сама рука двигалась по X и Y спокойно. Наверное, что-то похоже на кардан. Карданное, что ли? Так вот, я от него отказался и нашел простейший способ. Пружину от детской коляски. Ведь особой точности данная конструкция не требует. А? Какой супермеханизм получился? Надо подать питание. Ох, и звук, наверное, будет плохой, потому что монтажом я занимаюсь, будучи в отпуске. Вот и сейчас записываю аудиодорожку в гостиничном туалете. Закреплю весь беспредел вот на этот замечательный штатив. Я уже вроде показывал в прошлых видео, где я набрал эти штативы. С большим сомнением, что эти штативы мне когда-либо пригодятся, я забирал их себе в мастерскую. Сам аппарат легко движется по X и Y, то есть можно с легкостью настроить зону работы для получения удовольствия. Остались небольшие испытания. Вроде все узлы работают. Теперь надо создать что-то похожее, наверное, на руку. Пенополиэтилен отлично подойдет. Да, кстати, все хочу попробовать сделать из него филамент. Ну надо сделать какой-никакой скелет для этой замечательной ласки. Кстати, а ты знаешь, сколько в кисти костей и фалангов? Посмотрите внимательно. Вот так, как я режу на руку, категорически нельзя. Сколько раз я уже наносил очень серьезные раны и все равно забываю об этом. Работать с колющими режущими предметами нужно от себя, чтобы при срыве инструмента лезвие направлялось не в вашу сторону, а от вас. Если у кого-то есть четкие правила и руководство по этому поводу, пишите под видео. Для лучшего монтажа скелета я обрезал все пальцы и сделал это зря. Надо было промаркировать их. Конечно же, все пальцы перепутались. Еще несколько минут пришлось мне сыграть в пазлы.
Да, конечно, руку можно было бы найти от манекена или сделать силиконовую руку. А вдруг я буду собирать ласку 2.0, уже более технологичную? Советуйте, как правильно залить руку, чтобы она была более похожа на человеческую. Я раньше думал, что все можно закрепить с помощью изоленты или скотча, но оказалось, что нейлоновые стяжки – это тоже прекрасная вещь, так что их можно причислить к лику универсальных крепежей. В общем-то, ласка практически готова. Осталось добавить немножко солидола. Хотел я сперва сделать регулятор на скорость. Ну а зачем? В блоке питания есть 12, 5, 3,3 вольта. И с помощью этих напряжений можно подобрать оптимальную для меня скорость. Ну вот, вроде мой прибор отлично работает. В общем-то, аппарат под названием «Ласка» работает, и создан он для того, чтобы ласкать моего глухенького слепенького кота, белого. Но надо же испытать этот аппарат. Катерина! Наверное, с таким замечательным аппаратом я смело могу подать заявку на премию Шнобеля. Или какие вы еще премии знаете в качестве дурацких и дебильных станков и экспериментов. Пишите. Ну как тебе, Катерина? Может быть, спину? Предполагалось, что станок будет работать еще и в вертикальном режиме при повороте штатива. Но, к сожалению, пружина оказалась слабенькая. Может быть, для будущей приблуды Ласка 2.0 придумать что-нибудь такое. А вот и сам виновник белый, для кого разработан этот аппарат. Котик имеет кучу всеразличных заболеваний. Да плюс ко всему еще не видит и не слышит. Ну а теперь настала очередь, собственно, для кого это и сделано? Для белого. Но мне кажется, что котику очень нравится. И после получасового наглаживания ласки белый даже проголодался и пошел сам завтракать, что в некоторых случаях очень проблематично для него. Вот так прибор Ласка работает. Наверное, надо внедрить такие замечательные приборы в профилактории, в котором я сейчас отдыхаю. В общем-то, вот такой станок получился под названием Ласка. Понравилось вам или нет, да и пофигу. Главное, я получил от удовольствия сбора ненужного станка. Помните вот этот магнит, который я сделал из жестких дисков? Я уже нашел, где им порыбачить. Сейчас покажу. Да, конечно, это не фонтан, а небольшая беседка. Но денег там накидано полно. И первый тест магнитной удочки у меня будет именно здесь. Думаю, рублей 300-400 я точно насобираю, как только куплю веревку. В общем, магнит работает. Осталось привязать только веревку. Но это будет уже в следующих видео. Не знаю, прощаюсь, не прощаюсь с вами. Время сейчас такое. Главное, не болей и храни тебя Господь. Счастливо. Раз, два, три. Дядя Вова, нравится. Понимают.